Сергей, визитной карточкой какой группы стала песня «Духаст»? Это Феррари? Это Рамштайн. Верно. Всех приветствую, уважаемые члены лайковой комиссии. С докладом на тему «Сторонний проект Рамштайн», гостевые участия и коллаборации выступает Серый на канале Коллаб. С вступлением покончено, благодарю за внимание, надеюсь, вы еще не успели заскучать, однако предлагаю перейти сразу к интересным фактам перед основной частью видео для поддержания интереса. Итак, начну с базовой базы. Напомню для всех, из кого состоит наша группа, это быстро не переживайте. Кристиан, Флаки и Лоренс. Кристоф Дум Шнайдер. Тиль Линдеман. Рихард Цвен Крупсе. Оливер Ридель. Хайка Пауль Хиршеландерс. Ну а теперь Return to Basics, как говорится. Ах, 1986 год. Время, когда мода была дикой, музыка громкой, а немецкая панк-рок группа First Ash только начинала свое восхождение. Под управлением Йорга Мильке, кудесников панк-рока Пауля Ландерса, Рихарда Крупса и Тилли Линдемана, эта группа была готова взорвать сцену. В то время Тилли играл в группе на ударных, и по некоторым неподтвержденным слухам он сажал в бас-бочку цыплят для придания особенностей звуку. Видимо, чтобы звучание было не просто хорошим, а прям-таки птичьим. Иногда группа меняла название на First Art в связи с недопустимыми по меркам социалистического общества выходками, чтобы не шокировать общество времен Хонекера своим оригинальным названием, которое на русский переводится как «Первая жопа». Ну, а First Art звучит гораздо благороднее, не правда ли? Как первое искусство. Видимо, в те времена в Германии искусство и жопа были ближе, чем кажется на первый взгляд. Известно также, что после небольшого тура по Германии Тиль перешел с барабанов на бас-гитару. Этот человек, кажется, играл на всех инструментах, кроме треугольника, но кто знает, может быть и треугольник в его руках зазвучал бы как орудие рок-н-ролла. В конце концов, Тиль добрался до микрофона и стал вокалистом в Рамштайн, показав, что в мире музыки он готов испробовать все, кроме, пожалуй, игры на цыплятах. На логотипе группы был изображен мужчина, закрывавший уши и попутно кричавший. Не исключено, что образ этого мужчины срисован в стиле, так как можно заметить явное сходство. У данной группы вышел только один альбом, Saddle Up, в ноябре 1992 года. Обложку альбома создал уже знакомый для моих подписчиков Матиас Матис, который позже работал вместе с Тилем над его книгой «В тихой ночи». Переиздание альбома на виниле 2020 года достигло 44 места в немецких чартах. Неплохо для альбома, которому 30 лет. Видимо, ностальгия по 90-м все еще сильна. На момент создания моего видео коллектив все еще существует. По всей видимости, группа не ставит целью стать популярной и достаточно часто меняет участников. В ближайшее время возможно появление полноценной истории группы от одного из бывших участников вместе с неизданными треками. Вот такое вот интригующее начало, поэтому предлагаю авансом поставить лайк, уважаемые члены комиссии, а также подписаться на мой канал, чтобы не пропустить подобную вкуснятину, ведь творчество группы Рамштайн настолько емкое и обширное, настолько глубокое и одновременно поверхностное, что наслаждение ими ощущается на кончиках пальцев. Также напомню, что не имею никакого дохода со своих видео, и все это сделано с любовью. Так мне нравится вместе с вами погружаться в творчество любимой группы, монтировать видосики и оставаться в вечности на просторах интернета. Поэтому скажу, что если у вас есть желание выразить благодарность за труды, поддержать материально и подать немного стимула, можете ознакомиться со ссылками в описании.
Песня была записана Тилем и Рихардом и представляет собой кавер-версию песни «Штиль» российской группы Ария. Трек был выпущен в 2003 году к столетию Харли Дэвидсон в Москве. Тиль и Рихард, как утверждается, были приглашены генеральным директором Харли Дэвидсон в России создать эту кавер-версию для сингла, выпущенного на вечеринке. Первоначально Ария намеревалась сделать эту кавер-версию песни самостоятельно и исполнить ее во время юбилея, однако планам не суждено было сбыться. Песня «Штиль» основана на коротком рассказе Джека Лондона Фрэнсис Пейт и рассказывает о команде корабля, потерянного в море, которая была вынуждена прибегнуть к каннибализму, чтобы избежать голода. Слова песни также отражают отчаянную борьбу за выживание и неизбежность смерти, когда одна смерть становится необходимой, чтобы выжить. Сингл также был выпущен компанией Roverscan в рамках конкурса в 2003 году. В течение всего лета компания Roverscan раздавала в подарок уникальный компакт-диск. 5-дюймовый компакт-диск, укомпонованный в футляр из мягкой бумаги, содержит штиль и рекламный трейлер пива Миллер. Да-да, правильно угадали, это та самая компания, которая, кажется, решила, что рок и пиво — это вечные спутники. И, внимание, консольщики, этот диск мог воспроизводиться только на ПК. Кстати, о количестве выпущенных копий ходило столько слухов, что даже сам Шерлок Холмс бы запутался. Одни говорят о 500 копиях, другие настаивают на сотни, но одно точно. Каждая из них была настоящим сокровищем для фанатов, выпущенной на той же Харли Пати, где началась вся эта история. А вот Рамштайн получили неприятный сюрприз от Universal Music, их материнского лейбла на тот момент, за выпуск этого сингла. Что ж, кажется, даже рок-звездам иногда приходится слушать выговоры, а группа Ария не была в восторге от обложки. Ну, как говорится, о вкусах не спорят, но иногда и спорят. «Боги и золото» — песня группы «Эстетическое совершенство». Для данной песни Рихард написал гитарные партии и даже сыграл их. В 2020 году группа выпустила более раннюю версию песни, в которой участвовал не Рихард, а Джинкс из группы «Невесты черной вуали». В описании видео была дана небольшая информация о песне. Многие из вас не знают, что оригинальным гитаристом Gods and Gold был Джинкс из Black Veil Brides. Эта неизданная версия была сведена и готова к выпуску. Однако всего за 2 недели до истечения срока поставки я получил наброски партий на гитаре от Рихарда из Рамштайн, которые в конечном итоге станут финальной версией альбома. У каждой итерации свой характер и индивидуальность, и я люблю обе версии песни. Сам трек касается темы внутренних и внешних конфликтов, затрагивая аспекты человеческой природы, такие как ненависть, жадность и страх. Основная тематика вращается вокруг идеи, что человечество увязло в цикле войн и конфликтов, мотивированных желанием власти и богатства. Слова «тьма порождает лишь ненависть и войну» и «семена ядовитости» указывают на глубоко укоренившиеся проблемы в человеческом обществе. Упоминание о том, что люди умирают за дело, которое ничего не значит, подчеркивает бессмысленность многих конфликтов и войн. Фраза «наша душа — это весь закон» может символизировать идею о том, что внутренние ценности и мораль играют ключевую роль в нашем поведении и решениях. А вопрос «есть ли надежда» повторяется, создавая образ коллективного стремления к лучшему будущему, в то время как текущее состояние описывается как полное отчаяние и борьбы. Упоминание о справедливости, которой нет, есть только ярость и жадность, и жить с совестью значит жить на коленях, отражает цинизм относительно современного общества и его ценностей. Песня в целом изображает мрачный образ мира, где доминируют негативные аспекты человеческой натуры, но также задает вопрос о возможности изменения и наличии надежды на лучшее. Тем не менее, сам Грейвс отрицает возможность какой-либо политической трактовки своего текста. Я понимаю, что живу не в вакууме, и мировые события влияют на мои мысли и творчество, однако я стараюсь, чтобы мои работы были аполитичными. Я считаю, что искусство должно объединять, а не разделять. Оно должно обращаться к самой сути человеческого опыта и проникать глубже, чем любая политическая идеология. Мы все разные, но нуждаемся в одном и том же — любви, крыши над головой, пищи, цели. Если уж выбирать одну цель, то моя — писать об универсальном опыте, который знаком нам всем. Посмотрите на то, что происходило на протяжении всей человеческой истории. Войны, которые мы вели, достигнутый прогресс, пережитые страдания и радости. В этом проявляется определенная модель, одна и та же. Наши вроде бы сложные мотивы сводятся к горстке основных побуждений: любви, ненависти, тщеславию, отчаянию, власти, религии и жадности. Когда я вижу происходящее в мире, мне кажется, что я смотрю ремейк старого фильма, просто с другими актерами и немного измененным сюжетом. Мы продолжаем убивать друг друга по тем же скучным причинам. Вот о чем моя песня. Также мимоходом хотелось бы отдельно упомянуть еще одного важного человека —
Джо Летц — американский концертный барабанщик и диджей, бывший барабанщик электроиндастриал группы Комби Крайст и также группы Гензель и Гретель, которую я еще упомяну в своем видео, запомните. В настоящее время он барабанщик Aesthetic Perfection. Некоторое время спустя, после выступления группы Комби Крайст на разогреве, Летцу позвонил Тиль, чтобы узнать, не хочет ли он присоединиться к ним в качестве официального диджея Рамштайн. Летц быстро согласился, конечно же. Сделал для него свои собственные версии лучших песен Рамштайн и присоединился к их гастрольному каравану, частью которого он является до сегодняшнего дня. В сольном проекте Тиля Линдеманна Летц является барабанщиком и представителем группы, а также по сей день организует автопати-вечеринки для шоу Рамштайн и Линдеманн, где время от времени исполняется сет на двоих с Тилем. Также Джо Летц регулярно помогал в записи треков сольных проектов Линдеманна в качестве барабанщика. Ну, собственно, с тех пор Джо Летц гастролировал с Рамштайн более 15 лет. После стольких лет всегда. А во время тура Stadium и Liebesverrallida Джо также был личным ассистентом Рихарда Круспи. Кстати, о Рихарде. Джо также был барабанщиком на съемках клипов Emigrate, однако до сих пор он никогда не записывал с ними ни одной песни в студии. Во время европейского турне в 2012 году компания Call2DJ пригласила Джо выступить в поддержку их предстоящего тура. Примерно за неделю до начала первого тура ему сказали, что он может использовать музыку Рамштайн только с более низким гонораром, чем у других артистов. Посчитав, что уже существующие на тот момент ремиксы Рамштайн несколько устарели и непригодны для того, чтобы взбудоражить толпу на 30 минут. Это за хуйня? Блять, ремикс какой-то, что ли? Ну пиздец. Он решил попросить у Рихарда основы сэмплов их самых больших хитов, чтобы создать ремикс с более современным звучанием в духе дабстепа. Джейкоб Хельнер, продюсер Рамштайн, в конечном итоге предоставил их ему. Результатом стали новые ремиксы, которые позже были выпущены от его имени в SoundCloud. Как можно заметить, количество проектов, в которых участвовал Джо, уже нельзя посчитать по пальцам одной руки, поэтому не стоит недооценивать тот вклад, что он внес во все эти песни, которые многие из нас слушают до сих пор. В данном проекте группы Апокалиптика оба Тиль и Рихард представлены в пятой песне Хелден, альбома «Столкновение миров». Песня представляет собой кавер-версию на немецком языке, первоначально исполненную Дэвидом Боуи в 1977 году. Дэвид с самого начала говорил, что сочинил песню «Герой» после того, как увидел возле Берлинской стены возлюбленную пару. Он представил себе трогательную историю парня и девушки, которые не могут быть вместе из-за того, что живут по разные стороны границы, и написал о них песню. Она рассказывает историю двух влюбленных, одного из восточного, другого из западного Берлина. Выступление Боуи с героями у Рейхстага в 1987 году принято считать искрой, поджегшей фитиль падения Берлинской стены. После его смерти в 2016 году правительство Германии поблагодарила Боуи за помощь в разрушении стены, добавив, что теперь вы среди героев. В нашем же кавере на эту песню Тиль поет весь текст, а Рихарда можно услышать играющим на гитаре в составе Апокалиптики. Смысл песни остался тот же, напомню, песня является символом надежды, любви и сопротивления в условиях разделенного мира. Позже Рамштайн подали в суд на лейбл Gun Records, продвижение альбома не соответствовало желаниям ни одной из групп, судебный процесс закончился закрытием Gun Records. Вот так вот порой бывает. «Тысячи лет пива» — третья песня с альбома «Кто им это скажет» за авторством Deichkind, немецкой музыкальной группы из Гамбурга, основанной еще в 1999 году и состоявшей на тот момент из 4 человек. Песня у группы довольно веселая и зажигательная, что позволило парням занять лидирующие позиции на немецкой сцене в 2000 году, и едва они только выпустили свой первый сольный альбом. Deichkind выступали под открытым небом на различных музыкальных фестивалях, нарядившись в костюмы из клейкой ленты, фольги и все, что только можно было нацепить
нацепить на себя. Одним из самых скандальных было выступление на немецком фестивале Melt Festival, где парни предложили поклонникам присоединиться к ним. В итоге огромная толпа из 400 человек, не упустив эту возможность, ринулась на сцену, чтобы исполнить песню с любимой группой. В песне «1000 лет пива» Тиль Линдеманн исполняет самую важную партию, а именно вокал во время припева и небольшую часть в конце песни, где был немного изменен его голос программно. Сама же песня повествует о напитке богов пиве, которое заменяет все и вся. Пиво дается предпочтение даже взамен вина и виски, преподносится как напиток настоящих мужчин всех времен и народов, цари, епископы, работяги, все они пьют пиво, пока искусство различных художников и изобретателей тонет в вечности, якобы ничего не значит. Only drink the moonshine, brother! Авторы песни как бы намекают, что мы тут на земле, чтобы жить эту жизнь, а не строить большие мегаполисы и вступать в философские полемики на различные темы. Также в тексте присутствует напоминание о том, что пиво было предпочтительной альтернативой воде, которая часто была небезопасной для питья в исторические времена. Такие песни часто используют исторические и культурные образы для комментирования современности и, в частности, поднимая вопросы идентичности, критики общественных норм и стереотипов. Поэтому партийный трек отнюдь не является политичным. Авторы используют историю ячменного сока, чтобы ссылаться на стереотипные темы. 1000 лет вдыхали, ваша империя погибнет, ценности, которые не существуют. Пиво с ироническим подтекстом является синонимом неукротимости и свободы Германии и неизбежно играет на этом сильно обострившимся страхом перед гибелью Запада. В общем, 1000 лет пива — это не просто песня, а музыкальный манифест, одетый в веселую обертку, но несущий в себе глубокий смысл. И да, они действительно любят свое пиво. В 89-90 песня немецкой нойз-рок группы Dice. Тут Оливер Ридель играет на бас-гитаре. Это его первое выступление с тех пор, как его сердце принадлежит составу Рамштайн. У группы Dice не было басиста, поэтому в каждой песне, на каждом альбоме присутствует, так сказать, басист-наемник. Я наемник мирового масштабу. Оли был одним из немногих басистов, который действительно присоединился к группе в студии и записал там свои басовые партии. В песне создается образ контраста между серыми, унылыми городскими пейзажами и яркой рекламой, символизируя дисбаланс между реальностью и коммерцией. Также говорится о беспорядочной и агрессивной природе политических и социальных дебатов, где любой выбор ведет к неизбежному конфликту. В целом, текст песни создает образ общества, раздираемого конфликтами, идеологическими спорами и желанием радикального социального изменения. Также хочу отметить, что в 2016 году была сценическая постановка «Маленький домик» по роману Петра Рихтера в театре, где как раз таки наша группа Dice принимала участие и играла данную композицию. Постановка касалась периода смены эпох в 1989 году в Германии, сосредотачиваясь на взрослении и политических изменениях. В центре внимания 16-летний главный герой, который сталкивается с экзистенциальными вопросами и встречает разнообразных людей, включая убежденного коммуниста. Автор представления через анекдотические воспоминания описывает разрушение города и крах политической идеи, показывая, как друзья, критиковавшие систему, становятся противниками в новой политической реальности. Тема включает падение Берлинской стены и ГДР, раскол общества на левых и правых и изменение восприятия истории и современности. Это рассказ о политическом и личностном переосмыслении в период кардинальных изменений. Вот таким вот образом сплелись воедино постановка и песни группы Dice. Про данную песню я в двух словах уже говорил в предыдущем видео Рамштайн, можете ознакомиться. Здесь и сейчас я расскажу об этой песне побольше, без повторов с того видео. Песня «Беспокойной юности», 7-я песня с альбома Хэ Хо Хо Хэ Хэ Хо группы Feeling B. Восточно-берлинская панк-группа Feeling B никогда не выступала как стандартная группа. Ими правили анархия, веселье и жажда жизни. Помимо песен они выпустили книгу «Приготовьте мне напиток», из которой я и почерпнул информацию о данной песне и в целом немножко о творчестве группы.
группы. В книге также ребята по-своему раскрыли сложные обстоятельства, царившие тогда в закулисье. Тесно переплетенная рассказывается ослепительная биография основателя Feeling B. Эта книга содержит различные интервью Флаки и Пауля, которые некогда были частью группы Feeling B, а сейчас успешно гастролируют по всему миру с Рамштайн. Вернемся к песне. Оригинальная советская песня называется «Песня о тревожной молодости» и была написана в 1958 году композитором Александрой Бахмутовой и поэтом Львом Ашаниным для кинофильма Федора Филиппова «По ту сторону». И нету других забот. Лента, снятая по одноименному роману Виктора Кина, рассказывала о трудной жизни советских комсомольцев 20-х годов. Песня стала неофициальным гимном МЧС России. Feeling B сделали кавер на эту песню, которую они выпустили в своем альбоме. Текст песни выражает чувство внутреннего влечения, стремление идти вперед, несмотря на трудности и препятствия. В песне упоминаются простые заботы молодежи и желание, чтобы родная страна процветала, подчеркивая чувство патриотизма и привязанности к своей земле. Текст также может отражать общее чувство неопределенности и волнения, которые часто сопровождают молодых людей в период взросления и поиска своего места в мире. Согласитесь, если вам уже за 20, вам определенно уже знакомы эти чувства, потому что с каждым в какой-либо мере это случается. Начиная вопросом уйти после 9 класса или остаться, продолжая темой службы или поступления в универ, или же вовсе работы. Интересный факт. Барабаны для альбомной версии Feeling B были записаны прямо у Тилли Линдемана дома. Наверное, соседи были в восторге от таких домашних концертов. Песню также можно найти на самостоятельно выпущенном альбоме «Шепот и крик», где она называется «Сабота». В принципе, я хотел упомянуть не конкретно эту песню, отметить участие ребят из Рамштайн в данной группе, поэтому в качестве рассмотрения стороннего проекта можно было бы использовать любую из их песен. Однако же я хотел, чтобы и с творчеством Рамштайн данная тема переплеталась, поэтому выбрал данную песню. Рамштайн исполнили измененную версию песни Feeling B на своих концертах в России 17 и 19 ноября 2001 года. Превыше всего третий студийный альбом группы Гензель и Гретель. Он был выпущен в 2003 году. Альбом был хорошо принят критиками и считается самой выдающейся и узнаваемой работой группы на сегодняшний день. Рик Андерсон из All Music сказал, что несмотря на нацистские образы, альбом представляет собой по-настоящему хорошо продуманный сплав звуков техно и индастриал с большим количеством гитар и плотными, хрустящими, как чипсы, битами. Напомню, что в данной группе присутствовал барабанщик из Aesthetic Perfection Джо Летц, который попросил его поучаствовать в записи альбома своих старых знакомых, поэтому в перерыве между песнями, а именно в композиции Intermission или в переводе Антракт, присутствуют Тиль, Пауль и Флаки. Они поют про, как ни странно, сказку Гензель и Гретель вкратце, которые заблудились в лесу и нашли домик из сладостей. Никакого сакрального смысла тут не имеется, ребят просто пригласили вот на такую вот сказочку в качестве гостей. Happy Straps – рок-группа из Германской Демократической Республики, существовавшая с 1984 по 1986 год. Запись первой пластинки What a Pleasure началась в марте 1985 года. Группа позвала Флаки в качестве приглашенного музыканта сыграть несколько песен на его клавиатуре Casio. Какие именно из песен в альбоме записаны с Флаки, неизвестно. Вторая пластинка Last Pleasure, или Последнее удовольствие, как бы ни было иронично, была записана в том же году, в марте и в декабре, и также с участием Кристиана в качестве гостя. Обе пластинки Happy Straps были переизданы на CD в 2005 году. Звучат треки данной группы примерно так. В начале 1986 года к группе неожиданно присоединился Паул Ландерс. До конца апреля 1986 года были записаны 4 новые песни. Неизвестно, были ли эти песни когда-либо выпущены и вошла ли хоть одна из них во второй альбом. Но вскоре после записи этих песен Хайнеман покинул группу и Happy Straps были распущены. Кажется, Happy End. Happy End!
Японский музыкант, певец, песни, композитор, музыкальный продюсер и актер. В 2016 году Рихард спел в песне Move It и снялся в музыкальном клипе. Перекликаясь с оптимистичной индустриальной атмосферой песни и снятой в Берлине видео является динамичным и поразительно атмосферным, с интенсивными выступлениями как Хотея, так и Рихарда. Хотея комментирует видео так. Я хотел сделать его простым, потому что у нас совершенно разные характеры. Например, у Рихарда очень сильный характер. Сначала мы хотели попробовать создать некую историю, но теперь это больше похоже на синергию двух личностей на одном экране. Рихард объяснил, что послужило источником вдохновения для текста песни, сказав: Я послушал ее, и первым образом, который возник у меня в голове, был персонаж Бонда. Джеймса Бонда. Я видел парня, идущего по улицам и отталкивающего все от себя. Я подумал: о, это интересно, давайте попробуем это. И мы записали вокал за 1 или 2 дня. Текст песни фокусируется на мотиве угрозы и агрессии. Основная тема превосходства и доминирования над другими, что выражается в повторяющемся призыве «Уйди с дороги» и заявлениях о причинении боли. Песня может интерпретироваться как выражение силы, самоуверенности и непоколебимости, возможно, в контексте конкуренции или конфликта. Также она может быть метафорой для внутренней борьбы, где боль символизирует преодоление трудностей или препятствий на пути. Однако важно отметить, что песня часто имеет множество уровней интерпретации, и значение может варьироваться в зависимости от восприятия слушателя. Так что своим мнением я поделюсь, но навязывать не буду. К сожалению, никакой информации помимо интервью о смысле нет. Также в конце клипа плохой мальчик Рихард сказал слово «сука», подражая Мэрилину Мэнсону, который сделал то же самое в своей песне Hypothetical. Художественный фильм «Спиздили». Представляю вашему вниманию самую необычную коллаборацию, основанную на знакомстве. На видео Тиля можно увидеть сдержанно сидящим за столом с вокалистом Кнокатор Стэмпманом. Определенно, этот клип чистый эксперимент с глубочайшим смыслом. Текст песни представляет собой серию заявлений, в которых говорящих сравнивает себя с кем-то другим, утверждая свое превосходство в различных абсурдных и комических ситуациях. Сама же песня наполнена в ироничном и юмористическом ключе, а тексты показывают различные преувеличенные и нереалистичные достижения и умения. Например, говорящий утверждает, что может оставаться под водой 2 минуты без дыхания, нашел отпечаток динозавра на пляже, покрасил стену дома в черный, затем в зеленый цвет, построил тайную канатную дорогу к соседнему дому, имеет попугая, который предупреждает о приходе гостей и так далее и тому подобное. В общем, песня использует этот перечень абсурдных достижений для создания комического эффекта, высмеивая идеи самовозвеличивания и конкуренции. На YouTube есть 2 версии видеоклипа. Легкая, в которой фоном подставлена музыка группы, и тяжелая, в которой на фоне видео оглушающая тишина с некоторым бэкграундом природы, который вы должны неподвижно выдержать на протяжении клипа и переисполниться в своем познании. А смог ли великий Линдеманн проявить свое превосходство в том, чтобы просто сидеть и не двигаться 4 минуты? Тиль — лучший актер на свете, столько эмоций, экспрессий, никто бы не сыграл эту роль, так как он мега хорош. Ну-ка, все вместе сингл группы Lifeline International, в котором Рихард Круспе сыграл на гитаре. Трек был выпущен в 2022 году в цифровом формате. На цифровом сингле доступны 3 разные версии песни. Эта песня по большей части является кавером на песню Come Together группы Beatles. В конце песни в композицию добавлена альтернативная версия We Will Rock You группы Queen, которая была превращена в We Will Stop You. В переводе «Мы вас остановим». Что происходит, когда участники Faith No More, Stabbing Westward, Rammstein, The Hard Kiss, это, кстати, украинская группа, Revolting Cox, Filter, Big Face, Agnostic Front, Basement Jaxx, Gravity Kills, The Cassandra Complex, Mesh, Black Car Burning, Joy Thieves, Deathline International, Vaseline и Black Needle Noise создают благотворительный трек, получается интернациональный шедевр, или же новогодний салат оливье. Данный трек был создан на фоне развития специальной милитаристской операции между
России и Украины с призывом остановить конфликт. Копию трека можно было приобрести за $1 или больше по желанию. Все деньги с выручки шли на благотворительность, а именно на гуманитарную помощь Украине. Я не буду усугубляться в анализ текста песни, чтобы не попасть под горячую руку цензуры. В общем, эта песня не просто музыкальный трек, а гимн надежды и мира, созданный в эпоху, когда каждое слово и нота могут быть мощным посланием. Это как если бы каждая нота была лучиком света в темном небе, и каждый доллар, потраченный на трек, помогал этот свет усилить. Ну кому нужна война? Никому, конечно. Ты не так произносишь «е». Йо! «Е». Йо! Я покажу, что делают под эту песню. Люди, проснулись вы, включились. Если что, сейчас разбудим. «Дикий мир» — студийный альбом группы Пухти. Он был выпущен в 1999 году. В этом альбоме вокал Тиля звучал в 4-м треке «Гнев не хочет умирать». По задумке, в тексте песни должна была произойти игра слов, подействующая эмоционально на слушателя. А именно строчка «Свою ненависть вбиваешь словно камень, внутрь него таран». Внимательные зрители уже провели аналогии и вспомнили про таранный камень. Ну, вы поняли. Понял. Что на немецком, в грубом и смысловом переводе, таранный камень поется как Рамштайн. Рамштайн. Нас Расуми Эйнштейн. Рамштайн. Именно тот факт, что данную фразу поет солист одноименной группы, придает данному отрывку текста веса. Песня, окутанная аурой непроходящего гнева, воплощает эмоциональную бурю, в которой каждый задается вопросом, насколько далеко готов я зайти в своем гневе. Текст песни, словно эмоциональный вулкан, извергает мысли о мести и гневе, показывая, как эти чувства могут оторвать человека от реальности и его собственной человечности. Первоначально в тексте был вокал Тиля. Позже эта песня была переиздана в версию без вокала по причинам контракта. Линдеманн получил в очередной раз выговор за участие в песне. Ему не разрешили спеть, потому что у него был эксклюзивный контракт с той же самой Universal, но песня была выпущена на лейбле BMG. Как ни странно, в то время как вокал Тиля был удален из переизданий сингла, строка, в которой упоминается группа Рамштайн, осталась неизменной, хотя поет ее не Тиль. Ну как оно там оказалось? В базе данных Джема указано, что Рамштайн написали оригинальную, немодифицированную версию песни, хотя Тиль Линдеманн был единственным соавтором. Только около 90 копий оригинальной версии сингла были выпущены до того, как их забрали с полок магазинов и предположительно уничтожили, что сделало большинство копий оригинальной версии очень дорогими. Изначально сингл был выпущен в футляре для драгоценностей в качестве обычного CD-сингла. А сейчас перед вами полный промо-лист. Рекламная версия сингла включала лист с небольшой информацией о сингле и песне. Текст буклета гласит «Назад к истокам», ну или «Back to Basics», как я сказал в начале видео. Группа Пухти стала еще более жесткой рок-группой, чем в предыдущие годы, благодаря своему новому альбому «Дикий мир». То, что они всегда черпали вдохновение в самых разных уголках и при этом всегда оставались верными друг другу, теперь снова доказывает их последним синглом «Ярость не хочет умирать», который был создан при поддержке вокалиста Рамштайн Тиля Линдеманна. Сингл имеет все необходимое, чтобы заставить биться сердца поклонников хард-рока. Смелый гитарный риф и характерные голоса Дитера Бира и Тиля Линдеманна, воинственно-провокационный текст, и несмотря на это в сочетании с типичными гармониями Пухти, она остается безошибочной песней эпохи хард-рока 5 берлинских рокеров. Рамштайн. Время пришло, неизданная песня «Раким», в которой Рихард также играет на гитаре и даже снимается в клипе. Песня так и не была официально выпущена, зато в 2014 году продюсер Алекс де Карвалью решил поделиться этим общественным достоянием на своей странице, где? Facebook, словно раскрывая временную капсулу музыкальных сокровищ. Сам трек был записан в 2007 году Ракимом, Раггедменом, Шонтоли, Алексом де Карвалью и Рихардом. Это такая очередная солянка. Песня представляет собой мощное послание о противостоянии
противостоянии трудностям, борьбе за справедливость и важности принятия решений в критические моменты. В тексте подчеркивается, что каждый человек стоит перед выбором, сражаться или убегать, и что именно эти решения определяют их жизненный путь. Песня призывает к активности, ответственности, подчеркивая, что время настало для действий и перемен. «Я все знаю» — песню Рональда Кайзера из альбома «Пути души». Она была исполнена немецким певцом и выпущена в 2014 году. Песня была написана для Роланда Тилем. Кайзер и Линдеманн встречались на нескольких мероприятиях. И Кайзер также был гостем на 50-летие Линдеманна. В конце концов, Кайзер попросил Тиля, не напишет ли он для него какой-нибудь текст, поскольку это была бы форма сотрудничества, которая позволила бы обоим сохранить авторитет, несмотря на то, что они работают в радикально разных музыкальных жанрах. По словам Кайзера, текст песни рассказывает о мужчине, который состоит в партнерстве с женщиной. Она изменяет ему снова и снова. Он это знает, и она знает, что он знает, и я знаю, что ты знаешь, что я знаю. Это было то, к чему Кайзер мог относиться с пониманием. Что же, я думаю, что в частном порядке джентльмены испытывают те же чувства, что и я. Когда господин Рамштайн, то есть господин Линдеманн, влюбляется, у него в животе все те же самолеты. И вопрос, который мы задаем снова и снова, сработает ли это с женщиной, это никогда не пройдет. Написаны великие оперы и опереты, которые будут занимать нас вечно. В песне есть строчки: «Нет табу, все, что вы просили. Мне нужно все, все или ты. Я знаю, что ты чувствовала, когда прикасалась к нему. Зеркало, зеркало на стене». Также есть строки о том, что главный герой будет верить, даже если его обманывает и закрывать глаза на измену. Описываются противоречия в отношениях между ними. Например, когда одному из них холодно, другому становится жарко, и упоминается о том, что партнер постоянно ищет новые ощущения. Также в тексте говорится о разнице в поведении и эмоциях обоих партнеров, когда один говорит много, другой молчит. В целом, учитывая интервью автора, в моем понимании текст песни повествует о так называемых свободных отношениях, когда оба партнера по договоренности гуляют на стороне. Смысл в том, что от этого никому не лучше, что при каждом таком случае в обоих людях умирает что-то внутри, а то, что они делают в данном случае, это отзеркаливает плохие стороны друг друга, хранят тайны, в то же время знают их, однако при всем при этом они все равно будут вместе. Игра на противоречии и контрасте здесь ощущается сильнее всего. Однако, что же мы видим в зеркале, если поставить перед ним еще одно зеркало? Мои дорогие слушатели, правильно, мы видим бесконечный коридор и пустоту. That's Me или Это я, 11-я песня из альбома Ready Levarer группы Russ and the Velvets. Запись Линдеманном состоялась в 1994 году согласно буклету, но сама песня, словно хорошее вино, выдержалась в архивах до 2010 года. Это первая англоязычная запись Тиля за время его пребывания в Рамштайн. Песню нельзя найти в цифровых версиях альбома, она доступна только на компакт-диске, который вышел из печати. В целом в ней поется о тяжелом пути становления преступника, который вырос в хорошей среде, так сказать. Однако после откладывает хорошие дела на следующую жизнь, а в этом ему просто нужно чуть-чуть экстрима, опасности, ну и, разумеется, много преступлений. И он дает волю своим фантазиям и мечтам. В общем, показывается трансгрессия. Песня была написана для короткометражного фильма Бернда Таубера «Дерьмовая жизнь», который вышел на экраны в 1996 году. В сети у меня не получилось найти, к сожалению, данный фильм, ознакомиться с ним, однако есть информация, что композиция звучала в сцене в баре, где сидели только неудачники, но которые гордились своей жизнью. Никто из них не говорит по-английски, что Кай Уве пытался показать с помощью глупо произносимого английского и странных текстов песен. «Не умирай прежде, чем умру я» — одна из моих любимейших композиций. Не один раз я пел эту песню в машине или дома дуэтом с моей любимой женщиной. Самое красивое произведение от Рамштайн, да еще и в дуэте Шарлин Юджин Спитери. К слову, Шарлин — ведущая вокалистка шотландской панк-рок группы Техас, также записавшая 2 сольных альбома. Забавный факт, что совместная композиция с Тилем до сих пор самая популярная в ее музыкальном каталоге. И изначально эта песня была одной из самых ранних песен, написанных во время начала существования Рамштайн. В конечном итоге песня была переработана для альбома Розенрод вместе с остальными участниками Рамштайн и с участием Шарлин Спитери. Песню хотели
хотели выпустить в качестве сингла 5-го студийного альбома, однако по неизвестным причинам группа отказалась от этой идеи. Тиль позвонил Шарлин, чтобы попросить записать с ним эту песню, но вот получился такой волшебный дуэт. Помимо данной песни с синергией немецкого и английского, существует еще несколько версий данной композиции, которые никогда не были выпущены. Итак, первая с полностью немецким текстом, в который поет только Тиль. Лирика немного иная, присутствует другое начало, состоящее из клавишной партии, а также другая концовка в виде новой гитарной партии. Также в некоторых местах гитара звучит по-другому. В сети есть демо-версии, одна в хорошем качестве, но обрезанная, другая в посредственном, но зато полная. Вторая с полностью английской лирикой имеет название Don't Die Before I Do. Ну, собственно, такой же. Здесь она поется несколько иначе и смысл немного другой. В некоторых моментах песни кажется, что говорится в тексте об упущенных в ожидании возможностях. Третья версия с Кристианой Хеббельт, уже ранее работавшей с Рамштайн. По одним данным, эта версия была записана аж в 1998 году. Четвертая версия, песня «Зази», имеет частично французскую лирику. Игралась для журналистов во время пресс-конференции в Париже в 2005 году. Эта версия должна была оказаться на французском издании альбома Розенрот, а версия со Спитери на английском. Также в одном из интервью Пауль говорил, что всего было записано аж 6 версий. А последней, кроме этого упоминания, больше ничего не известно. Планировался клип на альбомную версию, режиссером которого, по слухам, должен был стать самый одиозный человек на планете Зоран Бихач, однако идея клипа была настолько гениальной, что он так и не был снят. Есть предположение, что композиция Клаудия или Ишзегевас времен записи альбома Мотта, о которых я говорил в своем видео по невыпущенным песням Рамштайн, являются ранними версиями этой песни. Но, однако, это только предположение. Данную композицию, к сожалению, никогда не исполняли на концертах. Припев тут такой, что хоть отдельно вырезай, сохраняя Ирвина цитаты, причем поется он на двух разных языках, очень необычно. Вся суть песни в этой строфе. Я даже не знаю, как зовут тебя, что ты существуешь, однако знаю я, что когда-нибудь, знаю я, кто-то полюбит меня. Герой произведения не знает, когда именно они встретят свою любовь и встретят ли они ее вообще, но просит, если она есть, которую они встретят рано или поздно, просит не умирать раньше них. Они готовы ждать сколько угодно в безмерном одиночестве перед смертью, всегда есть надежда на то, что мы никогда не будем одиноки, хотя бы в самом конце. «Восстань» или «Умри» — песня японского рок-дуэта Vamps. Песня была впервые выпущена как би-сайд к синглу Inside of Me в 2016 году. Позже она была также выпущена в составе альбома «Подземный мир». Песня в очередной раз засветился Рихард Круспе, он снова играет на гитаре. Однако помимо игры на гитаре он также записал текст этой песни. Первоначально демо-версия была записана Рихардом для его группы Emigrate, но он отдал ее Vamps. После того, как они попросили, о чем они говорили однажды в своем интервью, потому что Рихард поделился с ними своими набросками, и песня так им понравилась, так сильно подходила под их стиль, что они, не могли удержаться от просьбы. Дополнительно тексты претерпели немного изменений. Песня была спродюсирована Рихардом и Говардом Бенсоном. В целом, песня трактует вовсе не о вампирах, как можно подумать на первый взгляд, а об избегании бездействия, праздности, увядания после заката. Повторяющийся припев «Мы восстанем» выражает идею борьбы за свои цели и желания, даже если это потребует риска и смелости. Уникальная линия японского вампира может символизировать силу, необычность и отличие от остальных, подчеркивая уникальность и силу характера, а также отсылает нас к названию группы. Однако ничего более глубокого тут больше нет, кроме тяги к экшену и множества аллегорий по типу заполняющихся кровью улиц и смены дня и ночи. Из интересного, слово в песне «Баттабашите» может иметь один из следующих переводов: бить, стучать, прыгать силой, выполнять задания очень быстро, ехать на полной скорости.
Позднее, в 2021 году, оригинальная версия песни I'm Still Alive была выпущена уже в составе альбома Emigrate «Постоянство памяти». Песня была анонсирована с рабочим названием Yeah, Yeah, Yeah. Которое также было замечено на просочившейся задней обложке. Рабочее название также используется в цифровых рекламных роликах для этой песни, однако в то же время было объявлено, что название песни изменится. Песня по-прежнему называется Yeah, Yeah, Yeah на CD Discogs, предположительно потому, что на момент смены названия многие копии альбома уже были напечатаны. В музыкальном клипе на песню использованы сцены, в которых можно видеть, как Рихард подпевает, одетый в стиле провинциального барона-вампира, познавшего эту жизнь. В описании видео указана память Томаса Ротта. Его можно видеть в данном клипе, а также на промо-фотографиях той эпохи. В видео использованы сцены из неизданного видеопроекта Alter Ego, снятого Александром Герцогом в 2007 году, а также новой съемки, сделанной предположительно в 2021 году. Сюжет клипа абстрактен. Рихард убегает, спасаясь, судя по всему, от своего Alter Ego. Песня поощряет слушателей преодолевать трудности и использовать свою внутреннюю силу для преодоления невзгод. Смысл тут, естественно, не претерпел сильных изменений после песни от Lamps. Единственное, что мне показалось очень смешным, так это концовка видео. В ней герой встает, как бы оттеняясь от темноты вечно сна, осознавая, что вокруг день и жизнь идет дальше. Он встает, словно он упал, то ли случайно, то ли от инфаркта или еще какой болезни. И в клипе будто бы показано последнее желание души, а именно тяга к жизни, к действиям, лишь бы не лежать вот тут посреди бульвара, окунаясь в безвременную темноту. Таким образом, песня существует со времен первого альбома Emigrate. Что ж, воссоединившись с музыкальными гимнами, мы торжественно закрываем эту главу. Но не спешите расставаться со мной, ведь я припас еще немало сюрпризов. Помимо завораживающих коллабораций с музыкальными группами, наши талантливые участники оставили свой след и в других, порой неожиданных и даже эксцентричных начинаниях. Эти проекты, словно забавные анекдоты из мира искусства, обязательно вызовут улыбку фанатов и, возможно, даже заставят кого-то почувствовать легкое замешательство. Ах, этот сладкий привкус кринжа. Последний раз, когда Тиль вошел в мир рекламы, он засветился в 5-минутном ролике в образе Энди Уорхола, поедая веганский бургер. Теперь музыкант вернулся сразу в нескольких амплуа. Poker Room GG Poker продолжает экспансию на немецкий рынок онлайн-покера. Они выпустили рекламный ролик, главную роль в котором, вернее сразу несколько главных ролей, сыграл Тиль Линдеман. Такому дуализму Зоран Бихч бы позавидовал. Эх, сколько же тут сущности Линдемана. Очень вероятно отсылки к неким историческим личностям, но так как я плохо знаю историю кинематографа, догадки, предлагаю оставлять вам в комментариях. Визуал ролика может напомнить киноманам футажи Дэвида Линча или эпизоды из недавнего сериала Гильермо Дель Торо. А еще в нем прослеживаются элементы из клипа Rammstein Deutschland, такие как красные цвета и жесткие минималистичные формы, холодные цвета. Как видите, Тиль не просто играет в покер, он играет на поле культурных референсов. И это не просто реклама, это целая викторина для знатоков кинематографа и музыки. По сюжету сразу несколько персонажей Линдемана сошлись в покерной битве за зеркальным столом вместе с испанской моделью Виолеттой де Агуа, а напитки за стол этой разношерстной компании приносит официант Федор Хольц. Он же в реальности является немецким профессиональным игроком в покер, который уже к 25 годам имел состояние более 32 миллионов долларов, который сделал на покере. Всего за столом 5 игроков, что может нам намекать на 5 добродетелей, или же, согласно дуализму Зорна Бихача, показывает 5 видов игроков в покер и как против них играть. Итак, знакомься с персонажами. Вот ковбой Тиль с его выдающимися усами и в Стетсоне, отсылающий нас к западному стилю, который не обходится без крепкого алкогольного напитка, в котором любой мужик топит свои печали и неизбежно тонет сам. Тип игрока так называемый телефон. Это очень лузовый игрок, который разыгрывает в свои руки пассивно. Большинство покерных любителей играют в этом стиле. Игра против данного типа оппонентов очень выгодна, они считаются самыми слабыми, но важно подобрать подходящую стратегию. Панк-рокес Тиль, показывающий нам бунтарское поколение в эпоху фестивалей и, возможно, отсылающий нас к творчеству Rammstein, когда грабит банк, а именно на трек Ишвиль. Тип игрока маньяк. Этот тип игроков также разыгрывает много рук, но делает это агрессивно и очень любит блефовать. Делает это чрезмерно и без понимания того, где это прибыльно, поэтому тоже считается слабым игроком, с которым мы рады сидеть за одним столом. Также
Также маньяки очень хорошо умеют расшатывать нервы игроков и вводить их в тильт. В игре против них стоит особенно концентрироваться на том, чтобы держать себя в руках и не делать лишних действий. Учтивый тильт-бизнесмен, который ведет жизнь зажиточного аристократа, тип игрока Нит. Этот тип оппонентов разыгрывает самое маленькое количество рук из всех. Он ждет сильных стартовых карт, а остальные предпочитают выбрасывать. Стиль ученый в жилетке-свитере, который посвятил себя науке, а также математическим расчетам формул по теории вероятности, теории игр и теории функций комплексных переменных, которые только гений использует в азартных играх, а еще отослал нас к матриархату Сон от Рамштайн. Также по сюжету клипа он умер в своей коробке в своем маленьком мире, возможно, также ссылающим нас к коробочному сознанию Запада по Марксу. Тип игрока тайтово-агрессивный игрок. Этот тип оппонентов разыгрывает среднее количество рук и делает это довольно агрессивно. Первый тип сильных соперников. Данный тип оппонентов старается не совершать серьезных ошибок ни на постфлопе, ни на префлопе. Он достаточно аккуратный, поэтому на него можно местами надавить с выгодой для себя. Ёбаный рот этого казино! И завершает всю эту клоунаду зловещий дилер Тиль, облаченный в костюм самурая, прямо как Сабура Арасака из Киберпанка. Тип игрока лузово-агрессивный. Самый сложный тип оппонента разыгрывает больше рук, чем так, и играет их агрессивно. Понимает, какая агрессия будет плюсовой, и не делает бездумных блефов, как маньяк. К этому игровому стилю стремится большинство профессионалов. Они пытаются разыграть максимальное количество рук, которые вообще возможно сыграть в плюс, и использовать максимум возможностей для плюсового блефа, и агрессивно борется за банк. За кадром музыкант произносит белый стих с абстрактным смыслом. Я снова смеюсь, это несложно. Я снова режу себя, но больше не тебя. Пока я жду тебя, нет мне счастья. Больше нет совсем крови на картах. Прекращая замерзать днем, я снова иду гулять в ночь. И по-родному устремляю взгляд на звезды в надежде, что снова буду радоваться. Контролирую свой гнев. Спасибо, мне это подходит. Реклама содержит драматические сцены и отсылки к фильмам, например, к фильму «Красота по-американски». Также видео содержит очень интересные и красивые спецэффекты. Рекомендую найти его в доступе и просто знакомиться целиком. Мы видим, что борьба идет не шуточная, и очевидно тут борьба идет в первую очередь не между участниками покера, а между пороками и стратегиями игроков. В нашем рекламном блокбастере девушка, одетая в наряды, цвета которых напоминают игральные фишки, выступает в роли своеобразного разрушителя пороков. Для того, чтобы пользоваться главным стратегическим принципом покера, необходимо уметь распознавать оппонентов, против которых мы играем. Она исключает из игры каждого игрока, аккуратно разоблачая их стратегии и слабости. Просто игра в покер — это битва духовных ценностей и культурных идеалов. Побеждает тот, кто контролирует свои грехи и гнев, символизируя восточные ценности сдержанности, медитации и боевых искусств. А вот забавный поворот. Победитель изначально входит в игру вместе с этой загадочной женщиной. Возможно, это намек на превосходство в дуэли между Востоком и Западом. Лаки — музыкальная звезда, писатель, автолюбитель, спортсмен, гений, миллиардер, плейбой, филантроп, пиздобол. И иногда актер решил продемонстрировать свои таланты в несколько иной области. Вместе с дочерью он снял забавное видео, но задумчивое, «Бункер для фестиваля будущего без отходов», призывающее к защите природы, а именно к сокращению производства одноразовых стаканчиков. Крутое видео и очень идиозно, есть о чем подумать нынешнему поколению. Все-таки Лоренс умный, талантливый человек, не только музыкант, но и актер. спортсмен, Талантище. Дословно пересказывать текст не буду, но в целом видео дочь обвиняет отца во всех бедах человечества, что он неэкономно расходовал ресурсы Земли, говоря при этом о бессмысленности его гастролей в группе Scorpions. А тот говорит, что нет, не в этой группе он выступал, а в другой. Damit die ganze Welt die Scorpions live sehen kann. Rammstein. Was hat Rammstein denn damit zu tun? Ich habe bei Rammstein gespielt, nicht bei Scorpions. Тут стоит понять, что женщина неспроста путает название группы, в которой состоит Кристиан. Это сатирическая ирония по поводу того, что данный факт должен быть преуменьшен и незначим на фоне более глобальных, затрагиваемых целью видео проблем, которые существуют. А Лоренс оправдывается лишь потому, что не осознает данной проблемы. Для него важны детали о его личном прошлом, и это, в отличие от природных проблем, его задевает больше. То, в какой группе Кристиан играл, не имеет значения, так как мир
миру это не помогло. Во время выступлений миллионы пластиковых стаканчиков загрязняли среду, и живут они в постапокалиптическом мире без ресурсов под землей в бункере. В конце они говорят зрителю, что может еще не поздно одуматься, и пропагандируют вещи многоразового использования, такие как кружки и термосы вместо стаканчиков. Кстати, в клипе Флаки между делом пишет книгу, и действительно он уже выпустил не одну книгу и не две на предмет своего творчества и иных размышлений, и даже приезжал в Россию давать автографы, когда выходили его книги. В целом я уважаю стремления и принципы Мими и поддерживаю их. К примеру, у меня есть стеклянная бутылочка Боржоми, у которой я оторвал этикетки, и каждый день наполняю ее водой, беру везде с собой, служит она долго, а пригождается всегда. Тиль сделал новое тату на всю спину. Что это, если не целый сайт-проект, связанный с творчеством Рамштайн? Как и в прошлый раз, тату Тилю набивал мастер Рэнди Энгельхарт. Работа заняла 35 часов и выполнялась 3 дня. Однако это не все. Тиль сделал целое видео на данное событие, которое содержит в себе, как ни странно, и часть песни тату от Рамштайн, и футажи видео Knebel от проекта Lindemann, и даже имеет приличные спецэффекты, которые просто неуместны в рамках простого короткого видео для Инстаграма. Тиль набил себе угрей. Нет, это не прыщи. Много угрей, похожих на те, что в клипе Knebel. Угорь явно является каким-то сексуализированным символом для Тиля. Суп из угря на спине — это что-то типа мышапа из людей и гениталий. В общем, для тех, кто смотрел мой разбор на второй альбом группы Lindemann, скажу с отсылкой, что теперь у Тиля на спине теплое течение гольфстрима, и ему никогда не будет холодно. Вот подходит к концу наша информационная порция на сегодня, и, как десерт в ресторане, оставляем лучший напоследок — история о Рихарде и ресторане Данте. Представьте себе, Рихард Круспе, звезда не только на сцене, но и в кулинарии, однажды зашел в ресторан Данте и был настолько впечатлен качеством еды и, возможно, присутствием своего знакомого, работающего в ресторане, что решил принять участие в нативной рекламе для социальных сетей. И что же он делает? Готовит кусочек мяса для посетителя прямо на кухне. Это просто потрясающе. Рихард, кажется, обошел всех своих коллег из Рамштайн по количеству участия в разнообразных проектах. Не каждый день видишь, как рок-звезда превращается в шеф-повара. Это явно демонстрирует его разносторонность. Сегодня он на сцене, завтра за кухонным столом, создавая кулинарные шедевры. Кто знает, может быть, в следующий раз мы увидим его исполняющего арии в опере или жонглирующего огненными мечами. С Рихардом все возможно. И вот мы достигли финальных аккордов нашего историко-биографического путешествия по миру Рамштайн. Благодарю, что видео вы досмотрели до этого момента. Надеюсь, что ваша щедрость в виде лайков под этим видео будет такой же величественной, как и сама музыка этой группы. Так что ожидаю целую фуру лайков под видео. Разгружайте, ребят. Еще жду дополнений в комментах, уважаемые председатели комиссии. Мне было бы лестно узнать что-то новое и что, возможно, я мог упустить. Также хочу, чтобы вы полностью ознакомились и с другими моими работами. Уже вышло до этого видео 7 других не менее интересных работ на тему Рамштайн и отдельную группу из сольного творчества Lindemann. Пусть ничто не уйдет от вашего внимания, ведь если вы фанат первой или второй группы, то вам обязательно понравится. До скорых встреч! Чем занимаешься? Я пастух, царь. А твое, аркадиец, твое ремесло? Я скульптор, царь. А ты? Я пашу землю. Подписчики! Каково ваше ремесло? Мы наступаем смело, 300 отважных солдат. Мы крестим каждого, доверяя нести флаг. Наносим снова край зажиточной империи, чтоб не опускался хуй, дабы быть первыми.